Всем привет, с вами Фрост, и это первое видео на моем канале после релиза игры World of Tanks Here. В сегодняшнем видео я снова хочу поднять тему баланса некоторых танков в игре. Видео на подобную тему я выпускал еще вообще в прошлом году. Также видео на эту тему я хотел выпустить после окончания закрытого бета-теста игры, потому что тема действительно очень важная. А данная проблема сохраняется со второго альфа-тестирования, которое проходило вообще в феврале прошлого года. Но так получилось то, что разработчики выпустили игру через месяц после ЗБТ. Хоть и видео уже было готово и даже залито на канал, оно стало уже не актуально. Поэтому сейчас я перезаписываю это видео, уже опираясь на то, что происходит уже в релизной версии игры. Сначала я хотел видео выпустить это позже, потому что вначале у меня планировались совсем другие видео, связанные с релизом и подобными темами. Но поиграв несколько дней на релизе, я понял, что данную тему затягивать нельзя, потому что только с каждым днем все становится хуже и хуже. Как я говорил в начале видео, проблемы с балансом некоторой техники начались со второго альфа-теста. И к нашему сожалению, что на ЗБТ, что на релизе, вообще ничего не поменялось. Практически те же самые танки, которые так на втором альфа-тесте, продолжают это делать и сейчас. Сегодня мы разберем топ-3 техники, которые есть в игре, и которая больше всего ломает баланс и портит игру. Потому что именно играя с этой техникой, в бою происходит какой-то хаос. Как я уже не раз замечал и говорил, то что все спокойные бои происходят, когда в бою нет ни одного из этих трех танков. И топ-3 танк игры — это объект 287 у агента ракеты. Почему этот танк является топичным? Конечно же, из-за геймплея упоролся, сдох. Все сегодняшние танки, которые мы будем обсуждать, имеют вот такой вот геймплей. Со средних и дальних дистанций они ничего сделать не могут из-за своих слабых пушек, у которых сильно падает бронепробитие и урон с расстоянием. И данная техника эффективна в упор, можно сказать, даже в клинче. Даже на маленьких дистанциях эта техника слабо эффективна. Это именно нужно упарываться в упор, чтобы наносить хороший урон. А также у данного танка есть способность с гарпуном, с помощью которого он притягивается к противнику и таранит его, из-за чего тащить ему становится гораздо легче. Что как это чаще всего происходит? Данный танк приезжает в крысу с такого направления, откуда ты его не ждешь. Потому что также забыл еще, кстати, сказать, и у данных танков, которые мы сегодня будем обсуждать, у них еще какие-то запредельные характеристики по динамике и скорости. Чтобы ваша команда, пока отъезжает от респа, данный танк успевает объехать полкарты, и ты встаешь на позицию, и он приезжает уже сзади, с того места, откуда ты его не ждешь. Использует гарпун, притягивается, таранится об тебя, сносит пол хп, неважно на каком танке ты играешь, и потом добивает пушками. И если вдруг ты сможешь его перестрелять, ты останешься без хп и с полуполоманным танком. Но также у агента ракеты есть интересная способность, с помощью которой он становится бессмертным. Что если даже вы полностью убили этот танк, с нулем хп он может дальше ездить и тебя убивать. У меня было куча случаев, что когда я убивал объект 287 или Т-62, про который мы чуть позже поговорим, они продолжали меня стрелять с нулем хп и добивали меня. Мало того, что сам танк по себе топичный, так ты ему еще сносишь хп, и благодаря способности агента тоже топичный, можно сказать. Он тебя добивает, потому что у него 0 хп, и ты ему практически ничего сделать не можешь. Нужно, короче, по нему очень много стрелять, чтобы даже с нулем хп он как можно быстрее умер. И, как говорится, не дай бог тебе оказаться 1 на 1 против этого танка с включенной способностью. Ты никак его убить не сможешь. Если даже ты ему снес все хп, он тебя все равно убьет, потому что он бессмертный. Только при помощи союзников, когда повышается огневая мощь, можно его убить. И топ-2 танк игры — это, конечно же, Т-62А, у которого такая же способность агента, потому что они у одного агента находятся. И этот танк более жесткий по топичности, чем объект 287. По сравнению с Т-62, объект 287 это так, какая-то там фигня. Пустое место, можно сказать. Чтобы вы понимали, насколько Т-62 сильно портит игру и портит баланс. А еще так и получилось, что разработчики выпустили боевой пропуск. И на этой неделе, когда выйдет это видео, Т-62 можно получить в боевом пропуске бесплатно. Каждому игроку. И я сейчас записываю это видео до того, как этот боевой пропуск появился. Поэтому я только могу догадываться, какой пи***ц будет твориться в рандоме. Я уже не раз высказывал такую теорию на стримах, что сейчас этот танк все позабирают, и бои у нас будут 5 на 5, 10 на 10 Т-62. Или если вы играете на нормальной технике, то у вас будет 4 на 5 Т-62 или 9 на 10 Т-62. Что мало того, что этот танк
т***чный. Его зачем-то разработчики засунули в боевой пропуск и раздают по сути бесплатно всем. И их такое будет огромное количество. Я говорю, я боюсь представить, во что превратится игра с понедельника. Но, как я сказал, я это видео записываю раньше, поэтому я еще не в курсе. Но я это еще оценил в понедельник на стриме. Но в момент выхода этого видео вы можете в комментариях написать, насколько у вас сильно сгорела жопа от этого т***чного дерьма. И короче вот, про способность агента уже обсудили, что он такой же бессмертный становится, если ты даже его убил. И он тебя все равно добьет, если рядом с тобой нет союзника, который может тебе помочь. Из-за чего этот танк т***чный, самое главное, это, конечно же, его способность, которая запускает ракеты. И которые, конечно же, фугасные. Поскольку игра только вышла, я еще не смотрел прокачку Т-62, есть ли возможность установить, например, кумулятивные ракеты, как это было на альфа-тесте. Но большинство ракет на нем фугасные. А это значит, что к вам приезжает опять же сзади, что у него запредельные характеристики динамики и скорости. Выстреливает в жопу все ракеты, ломает вам полтанка. Если вы каким-то чудом его сможете убить, вы останетесь инвалидом на полбоя, если у вас не откатились ремкомплекты. Если вы вдруг его смогли убить, есть вероятность, что он вас все равно добьет, потому что он под обилкой агента с нулем хп вас будет добивать. А если вдруг он вас убил, он дальше поедет и его союзники сольют. Вот так вот чаще всего геймплей на Т-62 и происходит. Урон чисто настреливается за счет полнейшего упоранства. Упоролся, высрал обилку с ракетами. Если получилось, сделал фраг и потом дальше поехал, сдох. Если не получилось, сразу сдох. Вот так вот геймплей происходит на Т-62. И в большинстве случаев, когда ты видишь, кто играет на Т-62, у них минимум по 7, по 8, 9 смертей. Потому что они ездят, упарываются и дохнут. Что танк абсолютно т***чный, ломает игру по полной программе. И я считаю, что нужно либо его как-то жестко нерфить, либо полностью переделывать, что, конечно, лучше всего будет. Но как изменить вот эту т***чную технику, мы поговорим уже позже, в конце видео. И, конечно же, самый главный король т***чности в этой игре — это танк Твистера ХСТФЛ. Его не может переплюнуть ни один танк в игре, насколько он жестко т***чит. Конечно, разработчики его попытались чуть-чуть понерфить после ЗБТ, но они ему понерфили практически все не то, что нужно, и нерф настолько слабый, что он вообще ни на что не повлиял. И как было тяжело против данного играть, так и сейчас тяжело играть. Ничего, по сути, после ЗБТ и второго альфа-теста не поменялось. Опять же, из-за чего ХСТФЛ т***чный. Настолько запредельные ТТХ, динамики и скорости. Еще больше, чем у Т-62 объекта 287. Что он еще быстрее их. И вы только отъезжаете от респа, этот кусок т***чного дерьма у вас уже сзади. Такая же проблема с пушками, как и у прошлых двух танков. Он эффективен только в клинче, по сути. Даже на маленьких дистанциях он не может нормально настреливать. Про средние и большие вообще речи не идет. Только в клинче. Упарываться прям до миллиметра до противника. Что у него настолько жесткая огневая мощь, что он тебя сносит настолько быстро, что ты даже не можешь понять, что происходит, пока тебя не убьют. Плюс он еще таранит. Тоже непонятна логика. У всех этих трех танков такая особенность. Они очень хорошо таранят. Плюс, причем они все легкие по массе. Без брони и легкие. Но таранят очень хорошо. Неважно, на каком танке вы играете. Хоть на Абрамсе он вас приедет и затаранит. И за счет каких-то запредельных характеристик по скорости динамики, тарана и адской огневой мощи в клинче, этот танк просто не дает спокойно играть. Ломает все тайминги, приезжает в упор еще и спокойно вас убивает. И вы очень часто ничего ему сделать не можете, особенно если вы играете на тяжелой технике. Потому что у вас танк не поворачивается толком, а этот ездит со скоростью 80 км в час примерно. И пока вы один раз повернетесь, он вокруг вас 10 кругов навернет. И против подобной техники играть очень неприятно. Я в целом играю в эту игру и более-менее нормально играю, не горит. В отличие, как это было когда-то в Калибре. Но был один стрим, когда у меня просто горела жопа от этих потому что каждый бой они попадались, не знаю, в 2-3 танка минимум. У меня просто под конец стрима жопа сгорела. Ладно, я понимаю, один раз там в 5 боев он попался в 10. Но, сука, каждый бой минимум 2-3 танка. И у меня, понятное дело, под конец стрима жопа сгорела. И не у меня одного только. Я за все свои стримы видел кучу комментариев, кого бесят эти танки. Конечно, больше всего бесит ХСТФЛ и Т-62. Объект 287 по сравнению с ними вообще безобидный, но я его все-таки решил добавить в этот топ, потому что тоже у него такая неприятная особенность, связанная с упарыванием. А так в основном бесят эти два танка и бесят не меня одного. Как я говорю, в чате я кучу народа видел, у кого жопа горит тоже с этого дерьма. И как я уже не раз говорил, я считаю, это вредит балансу, ломает игру. Потому что если остальная техника плюс-минус как-то сбалансирована, конечно, есть имбы, есть танки похуже, но это прям сильно выделяется, причем не в сторону дисбаланса какого-то, а в сторону
токсичности именно, то есть ломание игры. И ее нужно либо переделывать, либо нерфить. Что-то из этого нужно сделать разработчикам. Как я уже говорил в начале видео, эта проблема была на втором альфа-тесте. В середине где-то прошлого года я выпускал по этой теме видео. Сейчас же эта проблема осталась. К сожалению, ничего с этим не сделали. И в этом видео хочу предложить идеи, как можно перебалансить эту технику, чтобы она была не токсичной, и чтобы можно было против нее нормально играть. Что нужно сделать с объектом 287? Даже похрен на это бессмертие у агента. Главное дать возможность наносить урон хотя бы со средних дистанций. Чтобы было нормальное пробитие на средних дистанциях и урон более-менее был нормальный. Чтобы не приходилось упарываться. Также переделать способность с гарпуном. Убрать его нахрен и дать что-то нормальное. Поскольку вот это место, где закреплен гарпун, оно больше похоже на ракетную установку, можно дать ему какие-то ракеты. Можно дать, конечно, не такие мощные, как, например, у Брэдли того же. Но хотя бы, чтобы они хоть какой-то небольшой урон наносили. Хотя бы, не знаю, по 700-800 урона. Если так сделать, танк станет нормальным. Если он и не будет имбой, но будет хотя бы обычным нормальным танком. Не токсичным, как есть сейчас. Большинство на нем будут играть по-нормальному и не будут упарываться в упоры, так и портить игру команде противника. То же самое с Т-62. Дайте ему нормальную пушку, чтобы можно было на нем настреливать хотя бы со средних дистанций, потому что он так же, как и эти танки остальные, не может настреливать со средних дистанций. И даже с маленьких дистанций у него плохое пробитие и урон. Если дать ему нормальные характеристики для пушки, если можно будет со средних дистанций на нем настреливать, как, например, на том же XM190 или АЛВТ, это тоже будет нормальный танк, и на нем не надо будет упарываться. И, конечно же, токсичные способности, из-за чего он больше всего нужно перебалансировать. Как я уже не раз тоже предлагал на стримах, вместо вот этой пачки ракет, которая тебе полтанка ломает, сделать так, чтобы он выстреливал только одну ракету, просто с повышенным уроном. И все, и проблема токсичности этого танка пропадет, если это все сделать. И на нем можно будет нормально играть. И даже, как я до этого сказал, бессмертие у способности агента можно не трогать. Что можно сделать с ХСТФЛ? В принципе, то же самое, что и с прошлой техникой. Дать ему нормальную пушку, чтобы он мог по одному снаряду стрелять, хотя бы со средних дистанций. И очень сильно занерфить динамику и скорость, чтобы он не катался со скоростью 80 км в час, не ломал тайминги и не приезжал с тех мест, откуда ты его не ждешь. И, конечно же, чтобы при таране он еще разбивался. И не таранил Абрамс, и все у него было хорошо. И, кстати, забыл тоже сказать, в одном из будущих боевых пропусков тоже планируется раздача танка ХСТФЛ. И вот представьте, какой ад нас ждет в будущем. Еще непонятно, как боевой пропуск с Т-62 повлияет на игру, потому что, как я сказал, я это видео записываю до выхода боевого пропуска. Но когда выпустят боевой пропуск с ХСТФЛ, это будет полный ад. Я боюсь представить, во что игра превратится. Думаю, жопы погорят очень сильно. И поэтому, как я говорил тоже до этого, кому не нравится вот эта вся история, пишите свое мнение в комментариях. Если вдруг разработчики посмотрят это видео, чтобы они понимали, что эти танки портят игру, и то, что нужно с ними что-то делать, а не оставлять так, как есть сейчас. Как я говорил на одном из своих стримов, я хочу играть нормальную игру и не хочу сидеть и гореть, когда против меня попадается подобная дисбалансная токсичная техника. И еще один момент вот есть. Если вдруг получится так, что разработчики не будут исправлять эту проблему, а на это тоже шанс очень большой. Я предлагаю нам, игрокам, самим решать эту проблему. То есть вы берете и из принципа не играете на подобной технике. Ладно, вы там ради прокачки, если поиграли на нем, я за это не осуждаю, если кто ради прокачки на них будет играть. Мне самому тем более тоже придется это делать, как бы мне это не хотелось. Но те, кто будет играть на этом танке уже в прокачанном виде, я предлагаю таких игроков в боях жестко фокусить. Просто видите в бою этот танк, прицеле у себя, всей командой на него разворачиваетесь и просто по фокусу сносите, когда попадается подобный танк у вас в бою. Что если разработчики не хотят решать эту проблему, мы должны ее решать вместе с вами, сами. Не играть на этом говне как минимум. И если мы видим этот танк в бою, делать так, чтобы эти танки в бою долго не жили. И те, кто на них играет, понимали, что если они не перестанут на этом дерьме играть, то их в каждом бою будут так и изничтожать, что жизни не будет нормальной. Как я уже не раз говорил, за себя я могу говорить 100%, когда я подобную технику встречаю, я пытаюсь сделать так, чтобы бой игрока на подобном танке превращался в ад. То же самое я хочу, чтобы делали и вы. Максимально фокусьте данную технику, не давайте нормально им играть. Может быть, таким способом мы сделаем количество токсичной техники меньше в этой игре, если вдруг разработчики данную проблему не решат. Так сказать, еще лайфхак. Понакупайте
берите Брэдли и ебашьте, как говорится. Самый лучший танк по борьбе со всеми этими тремя танками. Главное, научитесь на нем играть и все. А так скупайте все Брэдли и по фокусу сносите это дерьмо, чтобы желания в бой выходить больше не было. А на этом видео, наверное, буду заканчивать. Всем спасибо, кто посмотрел. Обязательно подпишитесь на канал, если вы не подписаны. Также ставьте лайки, пишите комментарии для продвижения канала. Подписывайтесь на мой телеграм-канал с новостями. Всем до скорого и всем пока.